Мы пишем, да? Да. Ну и хавало у него, конечно, я в шоке просто. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Привет, рыбаки! Вы на канале Катя Рыбалка, и сегодня будет карповая рыбалка. Мы приехали на водоем в Киевской области, в селе Сосновка. Называется он Клуб рыбалок «Відпочинок». И здесь маленькое озеро в английском стиле, узкое, но длинное. Вообще были другие планы на выезд в ближайшие 3 дня. Мы собирались ехать в Житомирскую область, на другой вообще водоем. Но посмотрите, какая погода. И ливни шли ночью, сейчас более-менее чуть распогодилось, мелкий дождь и ветер. Мы просто могли вот туда не проехать, не пробраться, мы решили не рисковать. Плюс под дождем собирать палатку. В общем, мы решили схитрить и приехать на озеро, где есть домик возле вымостки. Поэтому 3 дня мы будем здесь жить, ловить рыб. И несмотря на то, что это озеро очень маленькое, оно скрывает в себе огромных рыб, которых и хочется поймать. Погнали! Несмотря на погоду, настроение прекрасное, хочется поймать большую рыбу, и так, наверное, и будет. И хочется поймать ее на пикер для получения максимальных эмоций от всего от этого. Водоем Сосновка идеально подходит для рыбалки на пикера, поэтому сегодня буду ловить нашим набором. Кстати, ребят, их в наличии осталось, может быть, штучек 20, очень много их раскупили в сотнях экземпляров просто. Я понимаю, сезон уже заканчивается, но на следующий год вполне себе можно еще успеть купить. 1500 гривен, фидер, Iron Feeder, катушка Ibis, леска 300 метров и набор кормушек Orange. Оставлю вам подсказку на видео, там есть обзор этого набора. Все, кто купили, очень довольны, и я, честно, тоже очень довольна. Даже Ярик доволен, ловил на него рыбу, понравилось? Да? Ну все, будем собираться. Только, короче, пришла мне в голову мысль, что надо, наверное, разыграть набор. А потом я подумала, блин, только же вот розыгрыш на канале еще не закончился. Вот сегодня, получается, видео выйдет в четверг. Вы его увидите. У нас сейчас понедельник, а вы увидите его в четверг. А уже в пятницу мы разыграем призы из прошлого видео. Там 8 удилищ, 4 фидера, 4 спиннинга. Вот такие фидера, Iron Feeder тоже там есть в розыгрыше, но в других тестах. Короче, там были очень простые условия. Нужно было быть подписанным на меня, на Сашу и на канал Zemax. Ребят, 8 подарков в пятницу, 24 сентября в прямом эфире мы разыграем на моем или на Сашином канале. В любом случае, если вы будете подписаны и будет колокольчик, то вы об этом узнаете. А наборчики разыграем как-нибудь потом. Слишком много розыгрышей тоже плохо. Я тоже участвовать буду. Ты будешь участвовать? Угу. Так сейчас участвуй, Ярик, подпишись. Ты подписан вообще на меня? Единственное, что, ребят, вот 4000-ные катушки закончились сразу же в наборах. Сейчас наборы с 3000-ными катушками продаются. Но на самом деле здесь глубокая шпуля, поэтому не вижу особо проблемы. 300 метров сюда, даже на 4000-ную катушку, много из тех, что идут в комплекте. Короче, разницы особо, я думаю, что вы не почувствуете. Во всяком случае, под пикер очень даже все хорошо. Хотела снять пленку. Тоже было 2 рыбалки или 3 на эти пикера, а пленку до сих пор не сняли. Но я так подумала, если все-таки у меня в планах их когда-то разыграть, пускай будут в пленке и кому-то достанутся вообще как почти что новые. Может, даже мне. Может, даже Ярику. Ярик сказал, что будет участвовать в розыгрыше. Поэтому, ребята, если он выиграет, это не подстава, все на самом деле будет по-честному. Тогда не буду участвовать. Да, ты думал, что я тебе по блату? Друзья, наш монтаж готов. Вот все, кроме поп-апа, входит в этот набор за 1500. Вот такой монтаж Orange на литкоре, безопасный для рыбы. Кормушка Arc Flat, это наша Саша любимая форма. Будем ловить на вот такие вот попапчики. Запах белочан 8 номера от Bounty. Вот смотрите, сейчас я вам продемонстрирую.
Пикер отрабатывает очень классно рывки рыбы, то есть он карбоновый, достаточно прочная конструкция, и это прощает очень много ошибок новичков на вываживании. Я думаю, сегодня будет крупная рыба, я вам продемонстрирую работу. Ну что, снасти готовы, сейчас будем замешивать метод микс в кормушку флет и будем замешивать корм. Кормиться будем сегодня кораблем, не потому что мы ленивые, а потому что хочется добиться максимального результата. То есть корабль — это даже на таком маленьком водоеме преимущество в плане очень точечного закорма. А точный закорм нам скорее даст хороший результат. Сейчас сентябрь, конец сентября уже можно сказать, и это, как говорится, трофейная пора. Вот и попробуем поймать свой трофей. Корм в кормушку готов, точнее готовится, замешала. Сейчас буду замешивать основной корм. Тем не менее, пока будет основной корм настаиваться, и мы еще не выбрали точки, где будем кормить кораблем. Так ориентиры есть, мы здесь рыбачили на этом водоеме. Остался у меня вот корм Sweet Octopus с прошлой рыбалки. Не заплесневел, пахнет хорошо, поэтому можно его докормить. Как раз посмотрим. Одну удочку сейчас на кальмаре попробуем, одну удочку на кукурузке. Так. Короче, первые забросы будут на удачу, как говорит Саша. Ну вот и посмотрим, сколько я сейчас кину. Самой аж интересно. Доброшу ли до того берега. Ну, чуть дальше серединки. Я знаю, кто будет забрасывать. Вы тоже знаете, да? Ладно, надо тренироваться. Саша снял пленочку, смотрите, не хочет туда дарить удочку. Короче, Флагман ТВ нас с Сашей пригласили сняться у них в передаче. Смысл такой, что вот семья рыболовов, между нами будет баттл. Кто больше поймает. И вот баттл будет именно в дисциплине флэт-фидер. Как вы думаете? Кто победит, я или Саша? Напишите в комментариях. А, это еще и при том, что он, кажется, решил ловить одной удочкой, а я буду ловить двумя. Типа он мне фору дает. Да, фора не помешает. Уже чувствуется, что заметно похолодало, потому что летом метод микс готовится буквально за 5 минут. Сейчас уже прошло вот около 10 минут. Я замешала, а я вижу, что он еще не готов, кукурузный. Тем не менее, добавим, как работает активатор клёва. Сначала берете пелец в кормушку, потом вот так вот активатор клёва сверху налепливаете.
Когда кормушка падает, активатор клёва начинает пылить и привлекать рыбку. И четвертый элемент, видите, четвертый элемент метод микса — это вот такая вот флюорожидкость. Флюорожидкость можно добавлять в воду в саму для метод микса или для активатора клёва, а можно вот так вот пару капелек на саму кормушечку. Вторая попытка. Ух ты шо! Блин, я так закинула, Саша, ты видел, куда я закинула? Я прям под туда, под деревцо, куда надо. Вот это бомба, ребята. Чувствую, сейчас левая палка поедет. Как всегда, вот тот самый главный момент, чтобы похвалить меня, его нет. Вот вам демонстрация, как работает флюорожидкость. Поэтому главное, много не лейте ее, чтобы не переборщить. Что занадто, то не здраво. Ху-ху. Вот так вот, ребята, пришла перезабрасываться, вон бросила флет прям с топтушкой, прикиньте. И тут палка уехала. Блин, как круто, конечно, на эту удочку. Ну все, уже пофиг, не погода. Ребят, видите, и сработала, как я и сказала, левая палка, потому что я четко закинула вот в то место, куда надо. Вот туда под деревцо. По опыту прошлой рыбалки, там рыбка крутится под тем берегом, и там как такая небольшая ямка. Там глубина местами 0,6 метра. А там именно такой где-то вот кусочек есть, там метр. Смотрите, как отрабатывает удилище просто. У нас там карпик, похоже. Знаете, неплохой карпик, как для начала. Блин. Дурной. Есть. Ну что, с почином меня? Блин. Оп. Блин, ребята, очень красивый карпик. У него обалденные плавники цветные такие. Может быть, там где-то в его роду чуть-чуть подгулял карп коя, и такое бывает. Потому что плавники прям красные, посмотрите, у него. Задний плавник и хвост. Красивый сазанчик такой. Давай, пошел. Бомба, класс. Так, надо с той удочкой же закончить. Пару метров не добросила буквально. Это у нас снова поклевочка. Ребят, я уже оделась, как видите. Реально холодно. Ох, тут рыба крупнее. Но тем не менее, как-то он тяжелый, ну просто вот идет. Толстолоб. Толстолоб? Да. Ой, нормальный такой, слушай, килограмм, наверное, 6. Да, ребят, вот на Сосновке это отличительная черта этого водоема. Тут ловятся толстолобы на попапы. И вот один из них
довольно-таки порядочный. Не, 6 я, конечно, преувеличила, у них сильно огромные бошки, но где-то 5 есть. Вот такой, ребят, толстый. Блин, ну и хавало у него, конечно, я в шоке просто, посмотрите. Рот куда побольше человеческого. И вон уже у нас тут он обделался чуть-чуть. Честно, я думала, что уже не будут ловиться толстолобы, потому что как бы лето закончилось, вообще это такая летняя рыба, насколько я знаю. Да, где-то вы знаете, под 5. Голова у него огромная, блин. Давай. Не хочет уходить. Рыбка сильно много сил отдает на сопротивление. Давай. Поэтому мы стараемся всегда быстро отпускать, чтобы она жила. Ловим, отпускаем. Дальше ловим. Ребята, как я рада, что мы не поехали в Житомир. Я себе как представляю, это вот под дождем в холодрыгу раскладывать лагерь, потом складывать лагерь. Как здорово, что мы сегодня на Сосновке, у нас есть домик, а в домике есть печка, и есть с собой шашлык, и есть с собой гриль, и есть с собой бекон, и яйца на утро. Короче, знаете, вот так можно жить, конечно. Я такое вообще теплолюбивое существо. Для меня лето это жизнь. Зима, все, я начинаю хандрить. Хочется больше теплых деньков. За зимней рыбалкой вообще не соскучилась, если честно. Я как-то не успела летнее насладиться. Лето пролетело, как в той песне. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Ой, кошмар, короче, это просто ужас. Все, работает схема. Активатор клёва мы не всегда добавляем в кормушку, но конкретно сейчас, видите, работает. Работает ровненько. Все по одной и той же схеме. Так и будем ловить. Раз, два, три. Ты шо, мама дорогая. Кстати, ребята, прошу заметить, кормушка 40 грамм. Это не из набора кормушка, это наша кормушка. Не из набора, в смысле, которая продается с удилищем и катушкой. А тест удилища до 30 грамм. Я никогда никому не рекомендую такое делать, перегружать бланк. Но вон я пуляю, и кормушка 40 грамм плюс корм. То есть это где-то уже грамм под 60. А удилище кидает, и все хорошо. Клипсу под дерево. Да ты шо. Есть. Тут ты у меня крупную самую рыбу забираешь, а тут я подсекнула, тут рыба крупная. Ну, должна когда-то была справедливость уже восторжествовать. Послов? Невидимый. Смотри, какой камуфляжный. Угу.
Так мы пришли на вымостку, чтобы завести уже корм кораблем, и клюнул еще толстолоб. Пару таких случайных рыб поймали, и видите, 2 из них толстолобы. Карпика все-таки нужно покормить, чтобы ловить, особенно большого. Первый раз вижу такого толстолоба камуфлированного. Держи удочку. Ребят, уже реально холодно, и я вам хочу от себя посоветовать классную турмуху и классную одежду Carpe Diem. У меня, как у девочки, пока есть только турмуха, но скоро появится еще костюм. А для мальчиков, конечно, ассортимент получше. Вот можете посмотреть, у Саши и костюм флисовый, и куртка, и Ярик у нас одет также. Реально классная одежда, она действительно недорого стоит, и все подписчики, кто покупали, все говорили очень хорошие отзывы, были благодарны. И выглядит прикольно. Ребята, штаны Nike 3000 гривен стоили. Посмотрите, коленки вытягиваются, как у советских треников. У Carpe Diem такого нету. Ну, Ярик, надо, чтобы ты свои колени снял. Как все красиво, вообще четенько. Nike. Подпишитесь на Carpe Diem и делайте классные треники. Короче, есть поклевочка, что-то свингер пошатывается, паровоза нету. Не, по-моему, ничего. Вот так вот мы, Лунечка, с тобой тут не зря торчали. Смотри, ляп. Что, ничего нема? Капец. А, не, есть. Ух ты, ё-моё! Надо срочно отпускать фрикцион, там капец. Там какая-то торпеда нереальная. Ёшкин ты кот. Обалдеть. Что это такое вообще, не могу понять. Какой-то монстр, блин. Вы видели, чуть удочку у меня не украл из рук. Просто. Как стартанул. Ё-моё. Блин, тут клипса стоит, надо что-то делать. Ё-моё. Там клипса сейчас будет. Ай, блин, больно было. Что-то такое монстроподобное. Да ты что? Тихо. Тихо. Я боюсь, потому что клипса просто стоит. Чтобы на клипсе не получилось обрыва. А этой удочкой особо такого монстра не покеруешь ним. Да ладно, Ярик на 10 килограмм ловил сам. Да? Ладно, тогда все, я выключаю это, не выпендриваюсь. Значит, покеруешь. Сложно, но, блин. Посмотрите, как бланк вообще согнулся в дугу просто. Иди сюда. Тупо бублик. Очень, конечно, круто. И он тут в камышах уже.
Очень хороший. Лунечка на подсаке. Ой, ну подвинуть будем. Зеркальный. Оу! Тихо, тихо. Не пускаем его туда. Опа. Не-не-не. А, Есть. Ух, ребята, видели? Он как взяла нормально. Он как стартанул, я такая махула. Я фрикционно сейчас затянула так до конца. Он как попер, я думаю, блин, сейчас удочку тупо вырвет. Жесть. Да, такой под десяточку. Подходит тебе такие рыбки? Рыбка, блин, как 5 луничек. Тихо, 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 друг. Четко с корма. Прошло где-то минут 20 после завоза. Покормили и рыбку поболее поймали. Если сейчас дастся показаться. Оп. Вот такой. Вот сейчас узнаем. Ты пальцем закрыла? 9 почти. Фух. Вот такая рыбка. Почти 9 килограмм. На пикер до 30 грамм. Очень, конечно, круто вываживать. Я, блин, боялась, что не справлюсь. Тяжело ним, конечно, управлять, но можно. Опять же, вот этот вот гнущийся бланк прощает много ошибок на вываживании. Сейчас красавчик будет также красивенько отпущен. Я же говорю вам, ребят, что в этом озере с виду маленьком спрятаны здоровенные рыбы, такие монстры. Давай, друг. О. Я уже проголодалась, сейчас пойду жарить мясо. Еще вот это реально причина, почему я хотела на Сосновку, особенно в такую погоду. Тут есть домики, холодильник, чайник. В холодильнике куча мяса лежит на 3 дня. Каждый день будем себя баловать. Чайничек есть, значит, что мы сейчас супчик себе сделаем на 1. И курочка с помидорками на 2. Он реально как домашний, я не понимаю, как они так делают. Я уже заманулся. Последний кусочек куриной ножки вырвал у меня просто со рта. Паровоз сумасшедший. Еле успела схватить удочку.
Притом рыба небольшая на самом деле. Я думаю, что не сильно там прям. Не маленькая, но не такая, как там. Ну, такой паровоз был реально просто. Еле успела. Ой, какие хорошие мне. Че? Что-то я недооценила его. Хорошая рыба. Да, Ну, не классный. такой, как тот, но тоже не маленький. Красивый, есть такой. Хвост красный. Зеркальный карп. О. Эрик там это снимает. Ух ты. Умничка, подсажь давай. Смотри, чтобы она в подсаку не свалилась. Оп, давай берем его, берем его. Есть. Есть. Опять собачка подсачила. Покажи. Лунечка тоже ела курочку. Слушайте, я вообще его недооценила. Прям очень хорошая рыба. Мне кажется, если честно, что он больше, чем тот. Ну, он такой же где-то. Не может не больше, но где-то такой же, да. Ну-ка. Карп примерно такой же мы сейчас взвесим. Просто по сравнению с тем он как-то намного легче шел. И я быстрее достала его. Вот я и подумала, что там небольшой. А тут такой тоже неплохой карпик абсолютно вообще. Ну что, как вы думаете, этот карп больше предыдущего или меньше? Слушай, 9900. Он больше таки. Я же тебе сказал, что он больше по виду. Ну, 9905. Класс. Друзья, видите, вторая трофейная рыба и берет с корма. Что же нас тут ждет на следующий день? Ведь мы должны укрупняться. Капец. Ну, такое озеро — это хорошее место для того, чтобы учиться забрасывать точечно туда, куда надо. Я все время сбрасываю карпа в удилище как спиннинг. Вот я как привыкла спиннинг бросать, мне также хочется бросать пикеры, фидеры, карповые палки. Мне вот тяжело перейти к тому, чтобы из-за головы забрасывать. Знаете, рыбаки, они как строители. Вот есть строители, которые занимаются всем подряд. Они делают и электрику, и сантехнику, и стяжку. И у них, в принципе, делают все, но особо не получается ничего. Везде есть косяки. А есть там строители, которые целенаправленно занимаются одной какой-то сферой. Только там отоплением, только электрикой, только кондиционерами, например, да, потом установкой и всем остальным. Вот в рыбалке также. Те, кто занимаются одним направлением рыболовли, то есть там карповая, спиннинговая и другим не занимаются, то, конечно же, намного лучше результаты получаются. А я, короче, строительная бригада универсальная. Ловлю все, по чуть что-то получается, а что-то нет. И тем не менее, мне не хочется отрезать какие-то сферы рыбалки. Я люблю и спиннинг, люблю поплавок, люблю и карп. Значит, буду учиться всю свою жизнь. Ой, ты что? Труба, видите, что творится? А, он тут на клипсе застрял. Мне кажется, что он в корягах уже. Не. Не, Я уже не хочу делать никаких прогнозов, большая рыба или нет. Рыба тяжелая, головой не трясет, значит, не тузик уже.
То есть какой-то карп за 5, скорее всего. Но насколько он большой, я не знаю. Ух ты, хороший. Там, походу, такая стайка зашла, да? От 8 до 10. Ребят, смотрите. Ловим на такие крючки. Это Карпро White Gape. Сейчас я уберу с него траву, чтобы вы поняли. Вот сколько рыбачим сегодня. Ни одного схода. С них вообще сходов не бывает, если засечка произошла хорошая. Но в сочетании с удочкой, то есть нет у рыбы шанса сойти. Удочка отрабатывает все рывки так. Просто топчик. Ну реально вот. Это самый большой. 10-100. Я же говорю, что я глаз наметанный. Я видел, что он самый крупный. Прикинь, самый коротенький, самый круглый. Он такой просто вот широкий, горбатый. Прикольно. Ну вот, 10, 9 и 8. Маленькую буду, пускаешь. То хейтерки всегда говорят, что все я делаю. Ничего неправда, она сама все делает. Сам так говоришь. Хейтерка number one. Вот стоит. Вы знаете, как он комментирует, когда мои видео смотрит? Я как-то запишу это на камеру и покажу всем подписчикам. А корм? Я не хочу, щоб тебе клювало. Еще один плюс рыбалки с кораблем — это то, что процедура закорма происходит более тише. То есть, когда ты пытаешься бросать с помбом, хотя бы в одно и то же место, получается, разбрасывается корм, но все равно это каждый раз удар с помба об воду. И на такой глубине, вот где, грубо говоря, 1 метр, это хорошо слышно. Корабль доезжает, мы его тихонечко завозим, там, даже пускай он нашумит он 1 раз, а не куча вот так вот с помбов подряд. Подобные водоемы — это отличный полигон для тренировок, и здесь можно прекрасно рыбачить без корабля. Мы его используем, потому что, я уже объясняла, будет точечный закорм. В общем, мы рассчитываем на более крупную рыбу, да и почему бы ним не пользоваться, если он у нас есть, и если тут ним разрешено пользоваться. Как-то поприятнее, чем с помбом постоянно работать. Кстати, этот корабль я подарила Саше на день рождения на позапрошлый, в 2020 году. А скоро у Саши на канале будет 50 тысяч подписчиков, и он обещал на 50 тысяч вот такой же корабль Ранфери, тоже с автопилотом, со всей навигацией, подарить одному из подписчиков. Корабль стоит, между прочим, 1000 баксов. Ну, так что подписывайтесь на Сашу, еще чуть-чуть, и он разыграет корабль. Я знаю, что мои видео смотрят много новичков, и сейчас расскажу, как вязать поводок. Тот поводок, на который мы ловим рыбы, меня научил этому Саша, а я буду сейчас рассказывать вам, как это происходит. Крючок White Gape. Вот он у меня уже лежит. Берем крючок, продеваем поводочный материал вот так, от жала. Именно вот так, это важно. Берем вот такую резиночку такого размера, маленькую. Так, дальше. Через резинку продеваем иголку и одеваем на наш поводочный. Вот так. Теперь нам нужно резинку одеть на крючок.
Вот именно вот таким образом, как я это делаю, смотрите. Не перекручивая ничего. Вот так вот продеваем. Оп. Оп. Видите? И просовываем резинку до жала. Вот так вот примерно. Здесь все должно быть ровно. То есть поводочный должен быть параллельно крючку. Ничего нигде не должно быть перекручено. Дальше. На кончике вяжем петельку под попапчик. Петелька маленькая, одинарная. Здесь, чем более вы опытный, тем меньше будете использовать, выкидывать поводочного материала. Я, честно, пока что еще его, особенно со своими ногтями, нормально перерасходую. Но, тем не менее, как есть. Так, это чуть большая петелька, чуть-чуть меньше надо сделать. Сейчас затянем крючком. Пока Саша не видит, сделала петельку чуть больше, чем надо, и никто меня за это не наругает. Так. Сейчас есть вариант ее сделать меньше. Вот если получилась сильно большая, вот у меня чуть большая петелька, одинарная же, поэтому можно взять плоскогубцы и вот за этот кончик потянуть, и она чуть-чуть меньше станет. Вот таким образом можно ее сделать меньше. Где-то вот так. И вот тут уже, конечно, этот самый перерасход, о котором я говорила. Чем более вы опытный, тем меньше будет здесь у вас лишнего материала, потому что его нужно весь обрезать. Берем попапчик. Тут у нас лучше всего работают желтые и оранжевые. Возьмем вот такой вот, давайте. Попап разноцветный белочан, 8 миллиметров. Аккуратно прокалываем попапчик посерединке иглой. Вот таким образом. И надеваем на нашу петельку сюда. Тоже осторожно, чтобы его не разломать, не развалить, иголку не сломать. Оп. Это не страшно, перевытащила чуть. Так, дальше берем стопорочек, продеваем его сюда в петлю и спускаем наш попап. Оп. Все. Теперь регулируем попап где-то вот так. Теперь держим крючок и делаем 4-5 оборотов вокруг крючка. Завиток к завитку, как говорит Саша. И потом один назад. Тут придерживаем. Теряем поводочный. И теперь свободный кусочек продеваем в обратную сторону к жалу. Все. Здесь мы закончили. Осталось только наверху сделать петельку. Предварительно надо отмерить длину поводка. Вот где-то вот такой он должен быть. А здесь уже вяжется в конце двойная петля. Оп.
теперь вот этот вот хвостик отрезать. И опять же, чем больше у вас опыта, тем меньше будете отрезать поводочного материала. Или чем короче у вас ногти. Последнее, что осталось добавить, это резиночка. Уже перед тем, как одеть на кормушку, вот видите, продевается вот так вот еще резиночка такая. Когда будете менять поводки на кормушке, а потом так раз этой резиночкой. И все. Проверяю. Про то, как вязать такие поводки и Ronnie Rig поводки, вы можете найти у Саши на канале. Там видосы реально набрали очень много просмотров. Люди пользуются этими поводками. Они очень рабочие, они классные. Еще после этого обязательно нужно сделать огрузку, да, просто мы знаем, что конкретно под этот крючок 6 номера поп-ап его идеально ставить на жало. Но всегда нужно проверять, чтобы ваша презентация была максимально правильная, то есть все как должно быть. От этого зависит, конкретно от этого зависит поклевки и сколько рыб вы поймаете. Очень часто именно из-за неправильно связанного поводка вы теряете рыбу. Блин, удочка тут придет! Чуть сама не упала! Блин! Опять успела последний вагон схватить удочку. На лету реально я подхватила уже. Эти удочки легкие, понимаете, они нифига не весят. И карпы эти их раз. На ночь точно надо будет выматывать пикеры. Вообще, ребят, это видео уже, мне кажется, будет очень длинным, потому что много и рассказали, и про монтажи там что рассказали, и рыбу поймали. Мы хотим с Сашей перейти на карповые удилища. Хочется такой более трофейной рыбалки еще. Попробовать там набор для ловли большой рыбы. И это уже будет в другом видео. Это мы уже снимем на канал Саши. Мне кажется, этот ролик, Ярик, скажи по твоему опыту, уже минут на 40? Минимум. До час, да? Ой, такой красивенький карп. Есть. Одно я могу сказать точно, друзья, на рыбалке время пролетает незаметно. Посмотрите, как день прошел. День прошел, 5 карпов и 2 толстолоба. Да. И 3 из них огромных. Да, тут люди на соревнованиях поймали 3 рыбы за 2 суток. Так, сейчас брыкнется, я уже вижу. Красивые длинные усы. Настоящий сазан, усатый, буйный. Все как положено. Ребят, на этой прекрасной ноте мое видео заканчивается. И продолжение нашей рыбалки вы сможете скоро увидеть на канале Need for Carp. Покажем вам там еще что-то новенькое, еще что-то интересное. Рыбку мы отпускаем подрастать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на канал Саши. Это вам воздушные поцелуи с рыбным ароматом.